А перед началом данной серии надо сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. В это сложное время каналу нелегко. И ваша поддержка поможет каналу не только существовать, а и выпускать серии чаще. Отправились в одно необычное здание. Здание стоит уже заброшено где-то около 20 лет. В 90-х годах здесь была баня. По некоторым обстоятельствам, возможно по технике безопасности, здесь произошел массовый пожар. Сейчас это здание пустует. Что внутри можно обнаружить, есть ли здесь какая-то мистика. И в целях дальнейших исследований, возможно, будем проводить здесь сеансы ЭГФ. Может быть, нам получится выйти на контакт с какими-то паранормальными сущностями. В этом районе моем вот это место самым жестким считается. Там вечно ночью движ такой наркоманский, поэтому мы рискуем сейчас туда, заходя, так сказать. Несмотря на то, что рядом находится полиция, даже полиция сюда боится заходить. Искатель призраков. Это ужас. Здание уже встречает на полу одни иглы. Я представляю, что дальше. Я же говорю, жесткое место, чувак. Давай пойдем туда налево. Сюда даже исследователи не ходят. Боятся. Что там? Наверху поток. Есть там кто? Не, куча шмоток. Какой-то притон наркоманов. Вот это вонь. Тут делали наркоту. Ты так думаешь? Да, там куча вот этих упаковочек от таблеточек, какие-то там ложечки. Ты хочешь сказать, что это Ну да, тут делали наркоту. наркопритон? Настоящий наркопритон там. Вот это. Ну да, тут как-то и кирпичи положены. Мое первое впечатление уже ужасное. Энергетика здесь настолько негативная, что здесь можно выйти на связь по ЭГФу.
Как же я не люблю такие места. Под ноги смотрю каждую секунду. А здесь что-то горело. Фу. А это что за хуй? Что тут? Да, это, братан, кладовая была, видишь. Вот смотри. Я здесь стоял, мне казалось, что из-за угла там кто-то есть. Главное, газовый баллончик держи возле себя. Звук какой-то был, это не со второго этажа было? Нет, вроде отсюда. Нет, я не про капельки, а такое, знаешь, как по полу кто-то ногой стукнул. Знаешь, что я сейчас боюсь? Главное, какой-то труп не найти. Вот таблетки, смотри, тоже шприцы. Угу. Смотришь. Ты посмотри. Это как столовая. Для наркоманов это была столовая. Вот люди пришли пожрать, поссать, посрать, уколоться и уйти. Я этого никогда не пойму. Пошли по прямой, значит. Да, только поаккуратнее, там много комнат, и кто-то может выскочить. Что, по прямой? Да, братан, да.
А там вообще ужас. Ты посмотри. Иди сюда. Я так не хочу это трогать руками, но внутри что-то по-любому есть. Ты что, будешь трогать это руками? Вопрос, что делает детский рюкзак на заправке? И он довольно свежий. Там внутри может что-то быть. И он тяжелый. Запах от него. Да не трогай его. Ты сам же попросил, типа, открой. Я не просила открывать, просто посмотреть на него. Знаешь, мне это как-то мало волнует, что там внутри. Я понимаю, да, интерес есть, Да. но с другой стороны, в таких местах я не люблю сильно рисковать, и этот интерес иногда я беру на задний план, убираю. Стой, подожди. Казалось, думаю, какие-то монеты. Это что, подушка? Ну, что-то похоже на подушку. Ты посмотри, какой большой. Ведро. Какой ужас. Что здесь делает это ведро? Зачем наркоману ведро? Как думаешь? Без понятия.
Это место просто ужасное. Я не знаю, я такого еще просто никогда в жизни не встречал. Сколько бы я ни был в заброшенных помещениях, но это, наверное, самое жуткое, противное и, мне кажется, опасное место вообще для жизни. Как ты думаешь, есть здесь смысл проводить сеанс ЭГФ? Я думаю, да. Думаешь? Да. Тут много было смертей, это чувствуете? Это самый настоящий трешак. А вот какой-то выход есть по прямой. А это там опасно. Мы с тобой не были вроде вот там. Смотри, по прямой. Пошли, посмотрим. Перед уходом. Ненадолго. Обрати внимание на вот это. Я не хочу трогать эти вещи вообще руками. Наше впечатление по данному объекту с целью ЭГФ, возможно, мы сюда вернемся. Да, это место очень опасное, и тут, так сказать, даже пахнет смертью. Попытаемся связаться с духами. Если здесь будут духи, значит, есть смысл здесь что-то исследовать. Не, ну, братик, определенно что-то есть тут. И я думаю, сеанс будет классный. И мы тут и с Серегой были, и ЭГФ делали. Тут и дети пропадали вот здесь. Тут недалеко школа, и кто-то наспор залез туда и не вернулся. Такая история по нашему району. Слушай, может быть, вот этот рюкзак? Но это еще одно доказательство, да. Мы в него еще не заглядывали. Что в рюкзаке там находится. Я даже не хочу и заглядывать.